Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие важные события произошли, как они будут двигать рынок. Вообще новостей просто через край, даже не знаешь, что является более важным и на чем стоит сакцентировать внимание. И посмотрим на вечерней сессии, какие ожидания в части движения доллара, нефти, рубля и других активов. Давайте, наверное, начнем с календаря событий. Что здесь примечательно? Сегодня вышли данные PMI, индекс деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг по Германии и еврозоне. Индекс вышел очень хороший и по производству, и в секторе услуг. Значительный рост выше ожиданий. Это говорит о том, что экономика Европы очень стремительно выходит из кризиса, который был порожден коронавирусной ситуацией. И это движение и восстановление, оно гораздо более энергичное, чем у Соединенных Штатов. Но тут волей-неволей закрадываются такие мысли, что вся эта ситуация с европейскими локдаунами недавними и с AstraZeneca, возможно, она была порождена неспроста. Для того, чтобы Европу как-то притормозить. Но это не более чем домыслы из серии теории заговоров. Но опять же, если звезды зажигаются, значит кому-то нужно. Ну и переходя к тем новостям, давайте посмотрим Bloomberg. Конечно, сегодня ключевое событие было то, что контейнеровоз огромный, по-моему, Panamax, если не ошибаюсь, он перекрыл Суэцкий канал. Суэцкий канал — это крупнейшая артерия, которая используется для перевозки нефти танкерами. И порядка 10 или 15% мировой нефти проходит по Суэцкому каналу. Ну и, соответственно, такая остановка сухогруза, контейнеровоза, она привела к тому, что нефть перестала идти. Предполагается, задержка транспортировки будет 1-2 дня. Ну, с учетом того, что это 10-15% мировой нефти, нефть сегодня отскакивает, растет, все отлично. Ну и здесь опять же возникает такой момент, а что дроны хуситов уже перестали воздействовать на цены на нефть, приходится вводить тяжелую артиллерию, подгонять огромные корабли, которые блокируют Суэцкий канал. Но это опять же мои домыслы, может быть злая ирония, но тем не менее какое-то странное совпадение здесь возникает. Так, ну в ближайшие дни эта ситуация разрешится. В любом случае она позитивно повлияет на цены на нефть. Далее, если идти по новостям, что тут у нас еще? Упрекают американцев в том, что они устроили, как это сказать, корнер вакцины, или как это можно назвать. Наверное, более правильно это назвать вакцинный эгоизм. То есть, что Соединенные Штаты не препятствуют экспорту вакцин, пока не решат свои проблемы, не привьют население. Но если мы посмотрим карту вакцинации, действительно получается, в Соединенных Штатах энергичнее всего идет вакцинация каждый день. Но прирост вакцинируемых людей ежедневных во всем мире, он все-таки, по-моему, стал уже больше, нежели в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты — это крупнейшая экономическая держава, она является мировым лидером, как бы ей не дышал в спину Китай. С одной стороны, да, это эгоизм, от этого никуда не деться, но с другой стороны, с моей точки зрения, это оправданный эгоизм, потому что если они не решат проблему с коронавирусом и крупнейшая экономика просядет, то весь мир полетит следом на дно за Соединенными Штатами. Поэтому это как раз тот случай, когда американский эгоизм, с моей точки зрения, он оправдан. Тем более сейчас начинает значительно расти и общемировой показатель прививок каждый день. И поэтому, я думаю, не за горами, где-то, наверное, к 1 августа проблема с ковидом, она будет решена в той или иной степени. Во всем мире, ну, по крайней мере, в ключевых странах. Так, ну вот, возвращаясь к Bloomberg, сегодня Йеллен и Пауэлл отчитывались перед американскими сенаторами, пожурили Пауэлла за то, что безработица, предполагается, будет снижаться не такими быстрыми темпами, на что Пауэлл ответил, что есть определенная группа людей, которые вроде как не безработные, но они значительно потеряли доход или не работают, но в силу каких-то причин они не попадают в перечень безработных. И, соответственно, эти люди восстановят свой доход, и поэтому фактический прирост дохода и восстановление доходов населения, он будет указывать на то, что проблема с безработицей решена более эффективно, чем
скажем так, отображает реальная статистика. Но здесь тогда вопрос к методам учета и к американской статистике. Если она не отображает полную картину того, что там происходит, и есть какая-то группа людей, которая выйдет из тени и решит все проблемы, то, наверное, здесь и с американской статистикой тоже не все в порядке. Я не говорю, что там, скажем так, какие-то махинации происходят. Там, наверное, все достаточно честно в этом плане, потому что там все прозрачно, можно проверить. Даже по нефти были вопросы, американские чиновники отвечают, как там учитываются нефтяные запасы, какие там методики расчета и как происходят корректировки, потому что задним числом меняется заполняемость американских хранилищ. Здесь, наверное, тут вопрос к методологии, что та методология, которая она все время использовалась, она не в полном объеме учитывает такие вот экстренные ситуации, как коронавирусный кризис и вообще такие значительные срывы экономические. Но, тем не менее, Пауэлл сказал, что несмотря на то, что по официальной статистике не планируется такого мощнейшего снижения безработицы, тем не менее, фактически восстановление доходов определенных групп населения будет таково, что экономика задышит, как будто проблема с безработицей уже к концу 2021 года будет решена. Так, еще такая интересная ситуация, которая связана, американские экономисты называют это pandemic shopping habits, которые мешают нормально развиваться здоровой инфляции в экономике. Так, ну, друзья, если возвращаться к календарю экономических событий, то сегодня по Америке вышли не очень хорошие данные в части базовых заказов на товары длительного пользования. Здесь получилось снижение вместо ожидаемого роста. Это связано как раз с так называемыми привычками ковидными, когда люди, как там было написано, предпочитают больше покупать выпивки и гамбургеров, чем покупать новую гламурную одежду. Но действительно, если человек работает на удаленке, зачем ему новая гламурная одежда? Ну, конечно, ему допустим, новый письменный стол, там шкаф, диван, еще что-то, кресло нужно покупать. Поэтому здесь, наверное, все-таки этот показатель выровняется, потому что мебель от того, что люди дома сидят, она изнашивается быстрее. Но на одежду, да, тут упали расходы, и люди еще длительное время будут этой привычке следовать. Помимо всего прочего, как ни крути, произошел слом в экономике, и он будет продолжаться, уход в онлайн из офлайна. И, соответственно, спрос на дорогую одежду, я думаю, он, даже если будет всплеск восстановления, он все равно не вернется на те уровни, которые были ранее. Поэтому базовые заказы на товары длительного пользования, да, здесь это очень негативный показатель, если вообще на динамику этого показателя опираться. Но с другой стороны, он вполне отображает, что люди просто сместили свои потребительские предпочтения, и вместо допустим, одежды или какой-то мебели, они тратят на иные расходы, связанные с едой, более качественным виски или еще чем-то. Ну а может быть, просто покупают телефоны, компьютеры, тут надо разбираться. Но я думаю, это как раз связано с тем, что как раз ковид, он изменил структуру экономики. Так, друзья, запасы по сырой нефти вышли существенно выше ожиданий, они даже позитивные, это говорит о затоваривании. Но, тем не менее, ситуация с сухогрузом, с контейнеровозом, который перекрыл Суэцкий канал, она взяла свое. Так, ну вот, друзья, еще такая интересная ситуация сейчас складывается в Соединенных Штатах с производством полупроводников. Intel планирует строить новый завод в Аризоне. Соответственно, котировки Intel будут в плюсе значительном, возможно, пойдут обновлять перехай. И, соответственно, это позитив вообще для американских полупроводников, не только для Intel. Помимо этого, еще такой интересный очень момент. Это мнение главного валютного стратега General Society Кита Джукса. По мнению господина Джукса, доллар был долгое время слишком дорог, и пришло время, когда доллар будет дешеветь по отношению к евро и к другим валютам. Он отводит на последний всплеск доллара несколько недель. После этого, по его мнению, доллар начнет дешеветь и проседать к евро и другим валютам. 1,9 триллионов, а также другие пакеты помощи, по его мнению,
возьмут свое, и доллар будет дешеветь. Здесь я с ним не совсем согласен, сейчас я покажу почему. Так, друзья, ну вот месячный таймфрейм по евро. По месячному таймфрейму я не вижу никаких разворотных формаций, я их просто не наблюдаю. Говорить о развороте и укреплении евро, росте евро против доллара, я думаю, можно будет только после того, как будет совершено движение в район 1,16-1,1634. До этого момента я не вижу никакой силы, которая переломит этот негативный тренд для евро и заставит евро расти против доллара уверенно. Возможно, я ошибаюсь. Так, это недельный таймфрейм. Давайте посмотрим месячный. Ну, месячный таймфрейм приблизительно схожую картину рисует, что должно быть движение хотя бы на 1,1710, и после этого вполне может произойти консолидация, набор позиций и отскок. Переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь я не наблюдаю никаких оснований, чтобы сейчас вот в этом движении произошел разворот и рост евро. Вот отсюда была возможность отскочить и сходить в район 1,1938. Но сейчас весь этот потенциал движения, он растерян с моей точки зрения. И нужно за евро-долларом понаблюдать, потому что в случае добоя 1,1811, да и уже даже без добоя весьма вероятно разовьется движение, цель которого будет тестировать и возможно даже пробить 1,1790. Но это достаточно странная ситуация с учетом того, что вышел хороший PMI по Германии и не очень хороший по Соединенным Штатам. Однако рынок не бывает во всем логичен. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, но здесь VIX консолидируется, у него диапазон движения 21, 19,5, соответственно в этом диапазоне сейчас все движение и происходит. Но я думаю, движения вниз в ближайшее время не будет. Либо консолидация, либо наверх. Так, далее индекс доллара, ну евро-доллар мы уже посмотрели, по индексу доллару сейчас попытка пробить вот это вот значение 92,5. Если он закрепляется выше этого значения, начинается проторговка, то отсюда пойдет достаточно энергично движение на 94. Если пробоя не будет, отсюда возникает откат, и цель этого отката будет тестирование 91,5. Пока, с моей точки зрения, ситуация здесь до конца не разрешилась. Так, ну и дневной график по S&P 500, здесь у нас идет набор позиций. И, соответственно, только после пробоя 3950 можно говорить о каком-то движении вверх. Пока не разрешилась эта консолидация, я думаю, ни о каком импульсе говорить пока не стоит. Надо посмотреть, в каком направлении будет пробитие. Пока, я думаю, вот этот диапазон день-два мы будем находиться. Так, друзья, ну и далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой график. Сейчас давайте дневочку посмотрим. Ну, дневочка у нас хорошая, она указывает на то, что с такой дневочкой должен быть возврат вот сюда, вот в эту проторговку 75,5, 76,2. По 4-часовику сейчас идет попытка закрепиться на 76,2. Если такая попытка завершится успешно, то тогда вполне возможно с утра мы увидим еще одну попытку движения на 76,7. Так, ну и вот часовой график, он здесь очень показательный, потому что произошел разворот, вот, но этот разворот пока не закрепился, то есть вот уперлись в 76,2, для того, чтобы развилось дальнейшее движение, нужен пробой 76,1, 76,05. Если такой пробой происходит, то у нас как раз цель движения будет потестить уровень 75-75. Если пробоя здесь не будет, то отсюда возникает отскок. Цель этого отскока движения на 76,5. Но исходя из часового таймфрейма, если происходит закрепление выше 76,2, то мы весьма вероятно сегодня или завтра с утра пойдем тестировать 76,5, и в случае пробития будет попытка вот эту вот максимум обновить. Вот. Если все-таки сейчас движение не развивается, будет пробой вот этого диапазона, то мы уходим по рубль-доллар. Цель движения сегодня вечером или завтра с утра будет в районе 75-77. Вот куда-то сюда.
Друзья, все, основные инструменты, основные новости. Спасибо за внимание.